С вами Ева Лорман, и в этом видео я буду делать себе окрашивание волос и буду отвечать на многие ваши вопросы. Это продолжение первого ролика или первой части «Как осветлить волосы по правилам». Здесь я вас учу, как осветлять волосы перед тонированием. Посмотрите его обязательно, ссылку оставлю в описании в моем закрепленном комментарии. А в этом видео я буду себе делать тонирование и о нем буду рассказывать, но не только о нем. Расскажу, как выбрать процент оксида для тонирования, а также как выбрать процент оксида для окрашивания, даже если вы не работаете порошком. На какие волосы наносить состав, как наносить состав и многое другое. Смотрите это видео до конца. Много будет информации для тех, кто хочет знать правила окрашивания волос в домашних условиях, а также будет много полезной информации для мастеров. Что было в предыдущем видео? И в этот раз я использовала 3% оксид, потому что 6% оксид, он сейчас современными порошками необоснованно высокий. И подытожим про оксиды и порошок. А если кто-то спросит про альтернативную колористику, вот, например, этот цвет волос можно получить красителем? Ответственно заявляю, что супер осветляющая серия для осветления. Вообще ничего не чувствую плохого не будет. Да, можно нанести сейчас типа нейтрализатор фиолетовый до первого мытья головы. Все. А вот что дальше делать? Вот это уже опасно. И это все происходит сплошь и рядом во всех соцсетях, в рилсах. Пойду помою голову сейчас. Обязательно наношу шампунь, обязательно наношу кондиционер и обязательно сушу волосы. А потом уже приду к вам и буду рассказывать про тонирование волос. Знаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Где меня найти? Все ссылки на мои соцсети в описании и в моем закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу туда вставлять разные полезные ссылки на материалы, которые я упоминаю в своих видео. Вдруг что-то появляется очень актуальное. И смотрите видео до конца, в конце всегда горячее объявление. Итак, let's go, друзья! Так, ну что, я развела краситель. Нанесла краситель уже на затылочную зону. Еще раз говорю, кому интересно, как это делается. Что за краситель, как я его развела. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. А также ссылки на некоторые дополнительные вещи, которые необходимы при окрашивании волос. Итак, я буду наносить сейчас состав на осветленную базу. Этот состав почему на 3%? Потому что это более стойкое окрашивание. Очень много видео я вижу, где после осветлений делают составы на 1,5% оксиде. И мне от этого хочется даже несколько закричать. Что вы делаете? 1,5% оксид действует исключительно поверхностно. Поэтому у очень многих людей, которые пишут мне комментарии на канале, краситель смывается за пару шампуней. Это, конечно, такое себе удовольствие, когда приходишь к мастеру, чтобы он тебя покрасил, и через 2 шампуня это все смылось, деньги просто в трубу. Поэтому нет. Я практически не пользуюсь 1,5% оксидом в редких случаях, когда нужен какой-то прозрачный цвет, и для этого хорошо подготовленная база. Потому что вот у меня база, сейчас уже я намазала, плохо будет видно, но это светло-желтая база, идеальная для вот этого цвета, который я хочу. Желтый тут обязательно должен присутствовать в фоне осветления. Поэтому, когда мы разговор ведем о таком блонде, как у меня, здесь должны присутствовать обязательно натуральные пигменты. И 3% оксид способен эту базу перекрыть таким образом, чтобы потом волосы не вымывались до фона осветления. А 1,5% оксид не способен на это. Вот почему у многих людей после окрашивания цвет слетает. Ну, конечно, не только по этой причине, потому что здесь большую роль будет еще играть подготовка волос. Есть очень подробное видео на эту тему. Ссылку оставлю в описании и в моем закрепленном комментарии. Ну, скажем так, даже громадную роль будет играть подготовка волос. Ну и, соответственно, сама техника нанесения. Плюс еще, конечно же, на каком оксиде мы это делаем. Поэтому, исключив даже вот эти два момента, подготовка волос и
правильный оксид, вы уже создаете себе более стойкое окрашивание. Потому что для меня такое читать, только покрасилась, 2 раза помыла шампунем голову и все. Прям даже смешно. Думаешь, ну где вы находите таких мастеров? Если все правильно делать, окрашивание держится всегда. Да, оно немножко смоется, вот как у меня, например, но оно смывается до каких-то, ну, скажем так, оттенков, которые мне все равно нравятся. Да, они немножко светлее, но эти оттенки все равно не фоны осветления, не какие-то цыплячьи оттенки. И это очень важно. Наношу именно на всю зону и немножко растягиваю. Но я сейчас уже 3-й раз одним и тем же составом, поэтому как бы сильно растягивать тоже не обязательно. Так, все, нанесла на одну сторону и осталось нанести на другую. Все красители, которыми мы пользуемся, они всегда себя ведут по-разному. В зависимости от комнатной температуры или температуры в салоне, в кабинете. Также они зависят еще от даже элементарно влажности. От того, сколько самого красителя по отношению к оксиду, либо наоборот. Ну, от перестановки мест слагаемых здесь сумма не меняется. То есть любой краситель может быть и насыщенный, и менее насыщенный, в зависимости от того, сколько вы добавляете оксида. Ну, как правило, стандартная история 1 к 1, либо по какой-то индивидуальной технологии у конкретного бренда. Потому что некоторые бренды настойчиво советуют свои красители разводить 1 к 1,5, например, потому что в противном случае они слишком насыщенные. И если люди этого не учитывают, получается вот эта картина, что хотела блонд, а получила не то чтобы не блонд, а получила прям таки там какой-то отвратительный цвет. Темный, слишком темный. То есть и вот это все будет играть большую роль. Как можно брать бренд, не зная, как им пользоваться, не зная, что за цвет получится, просто нанести, сидеть уже удивляться тому, например, какой отвратительный цвет где-то уже проявляется, и продолжать его наносить. Если вы уже так поступили и видите, что цвет плохо проявляется, не ваша эта тема, возьмите, смойте все, посушите волосы, попытайтесь еще там потестить, какие-то другие пропорции сделайте. То есть, ну, как бы это такое дело, это очумелые ручки. Если вы это в домашних условиях делаете, тем более это надо делать. Потому что мастера, которые работают давно, колористы, они знают, как ведет себя тот или иной краситель. Потому что все красители разные. Нельзя сказать, что вот я беру вот этот краситель, примерно вот такие-то у него цвета, и это все будет соответствовать другим брендам. Ничего подобного. Поэтому колористика это, скажем так, с одной стороны точная наука, но это если ты ее учишь именно с этой точки зрения. А в домашних условиях это абсолютно неточная наука. Это такая приблизительная, ментальная. Нужно обязательно самому понимать, что за цвет, нравится он вам или не нравится. Нельзя вот просто бездумно намазывать краску на волосы, не видя и не зная даже, что получится. Особенно меня поражает, когда девушки берут это, делают, а потом выдерживают при этом 35 минут каких-нибудь там прописанных брендом. Сами в ужасе уже от того, что у них на голове, но они все равно продолжают выдерживать это время. И потом после мытья головы бьются об стенку, что на голове получилось. Где ваши тогда мозги? Вы, если видите, что уже плохой цвет, он лучше не станет. Дальше он будет только хуже, потому что он будет более насыщенный и сильнее проявляться. Просто пойдите помойте голову. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Потому что молекулы красителя, они в течение 35 минут сначала вызревают,
раскрывается кутикула, и они там вызревают. И если вы будете медлить в этом моменте, эти молекулы никуда не деваются, они там разбухают до сумасшедших размеров, и мы в итоге видим цвет, заполняет при этом структуру волос, и вы этот краситель оттуда просто так уже не возьмете, не избавитесь от него. Поэтому, если вы видите цвет, который вас не устраивает, просто бегом смывать его и думать, что дальше делать. Если вы видите, что краситель уже вас не устраивает даже после того, как вы его смыли, есть несколько вариантов смывок. Тоже есть ссылка в описании в моем закрепленном комментарии. Потому как если я буду все это в каждом видео рассказывать, видео будет длиться 5 часов. Чтобы вы понимали, на 20-минутное видео уходит 3 дня. Это 1 день съемок и 2 дня монтажа. Там 1,5 дня монтажа плюс загрузить, все это прописать. Это очень сложный, серьезный процесс. Поэтому 5-часовое видео, конечно же, я не буду выпускать. А под каждым моим роликом всегда вот такие подобные вопросы. Что делать, если краска не подходит, не нравится этот цвет волос? Смывку делайте, делайте смывку. Как это делать? Что смешивать? Пожалуйста, есть ответ на этот вопрос в описании в моем закрепленном комментарии. Также есть там, как выбрать оксид. Потому что здесь я сейчас работаю с блондом, с натуральным блондом. Если вы работаете, например, в техниках Total Blonde, где нужен чистый, более белый цвет, там другие технологии. Если вам нужен рыжий, например, какой-нибудь цвет, яркий, насыщенный, в зависимости от вашей базы, там другая технология, другие работают правила. Везде, абсолютно в любом окрашивании разные правила. Нет ни одного окрашивания, где бы я бы сказала, вот здесь абсолютно одинаковый алгоритм. Нет такого. Вот в чем ценность мастерства. У мастера в голове миллион формул и еще сопутствующих каких-то деталей, которые нужно все сложить вместе, и тогда получается вау-окрашивание. Я нанесла сейчас состав. Так, у меня сейчас без 5 3. И я его буду смывать через 15 минут, потому что он хорошенько проявляется, как видите, прям замечательно. Уже корни достаточно темные, и что мне и нужно. Все, ждем. Далее про тонирование. То есть я сказала 3% либо 1,5% оксид. Что касается, например, просто окрашиваний, просто окрашивание на 1,5% оксиде без осветлений делается только на очень тонкие волосы. Тонкие, максимально такие, знаете, пушистые волосы. Там можно действительно обычным красителем поработать и на 1,5% оксиде. Если волосы нормальные, то чаще всего используется 3% оксид. Если есть вставочка седина, чаще всего используется 6% оксид, но тоже это не панацея, потому что можно и 3% использовать в зависимости от типа волос, а также можно использовать и 3% в зависимости от техники окрашивания седины. Масса есть вот этих разветвлений. И не могу не заострить еще особое внимание, что я здесь пользуюсь аммиачным красителем. После осветления я пользуюсь всегда аммиачными красителями. Даже в техниках, да, даже в техниках, потому что люди, которые смотрят, опять же говорю, бесплатные видео, где показывают мастера, как они работают в техниках, еще плюс безаммиачный краситель, либо вам не повезло поучить базу, правильную базу, и вы, в общем-то, нахватавшись верхушек, повторяете вот эти все ошибки. Ошибки заключаются в следующем. Безаммиачный краситель – это более жесткий краситель. Об этом видео уже есть на канале у меня, и с подтверждающими даже фактами. Можете посмотреть, оно вот совсем недавно вышло. Ссылку оставлю тоже в описании и в закрепленном комментарии. В этом видео я показываю, рассказываю, что безаммиачный краситель – это совершенно не то, о чем думают люди, что вот он-то как раз-таки и самый безопасный. На самом деле далеко не так. Плюс еще
Чаще всего безаммиачные красители у нас сейчас в альтернативной колористике наносят на влажные волосы. Это вообще убийство для волос. Вот, ну просто, вот в моменте просто как ушатать волосы. Это нанести безаммиачный краситель на мокрые либо на влажные волосы. Я вообще не представляю, как люди это все терпят, вот клиенты. Почему? Потому что, когда я, например, на себе эти все техники тестировала, влажные волосы, безаммиачный краситель, моя кожа головы просто вздыбивалась от того, что она влажная, плюс безаммиачка. Оставляют заметный след болевой на коже головы. Можно сказать, на 1,5% оксиде безаммиачный краситель также жжет на мокрые волосы и, ну, естественно, на влажную кожу головы, как и 12% оксид на суперосветляющей серии. Примерно так. Вот. И когда мы это все делаем, звучит просто это как-то более щадящее окрашивание, 1,5% оксид, безаммиачная краска, влажные волосы. Но тот человек, который разбирается в химии, он прекрасно понимает, что там происходит. Вода – это катализатор, это проводник, это усилитель, это масса молекул металла, кислород и всяких примесей. Это химический элемент, причем в первую очередь наполнен другими химическими элементами. И когда у нас происходит воздействие любого другого химического элемента с водой, запомните, что вода – это проводник, усилитель, катализатор. Он усиливает действие, которое вы делаете. Во сколько раз? Но судя по тому, как жжет кожу головы, когда мы наносим безаммиачный краситель на влажные волосы, то раз, наверное, в 10. И это и есть причина большинства проблем, потому что альтернативная краска, которая заполонила инстаграмы, всякие тиктоки, где за 30 секунд вам показывают какое-то волшебное окрашивание, обливают сначала всякими разными красивыми смесями. В итоге вам выдает результат, но только надо не забывать, что в основном в этих всех сетях присутствует фильтр. В реальности там совершенно другая картина. Редкие мастера, редкие парикмахеры, колористы об этом говорят, что именно вот в этих маленьких коротких видео чаще всего используются фильтры по итогу. Я не то чтобы Дон Кихот или там Санчо Панса, который борется с мельницей. Просто я ценю свою базу подписчиков и очень мне хочется вам помочь. Даже вот этими, казалось бы, непопулярными вещами. Но я вижу отклики. Многие пишут, что именно так и есть. Да, сходила к мастеру, там что-то нашаманили, на влажную волосу что-то нанесли, жгло безбожно. В итоге цвет волос смылся, волосы начали отваливаться, ну, либо превратились просто в пушистую какую-то структуру, какое-то облачко непонятных остатков от волос. И еще один немаловажный момент, который бы хотелось мне обсудить с вами по поводу мастеров, которые делают окрашивания блонды. Но это сложные считаются окрашивания, естественно, мы об этом сейчас говорим. Если мастер сам не блондинка ни разу, все, минус 50% у нее опыта и знаний. Однозначно, потому что этот человек на себе не прошел никакие этапы роста. Это 100%. Это то же самое, что прийти, например, к врачу за помощью похудеть. Сам врач сидит весом в 100 плюс килограмм и советует, как вам надо похудеть. Это примерно то же самое. Поэтому, когда вы выбираете себе мастера, обращайте внимание на его окрашивание. Потому что именно тот мастер, который делает себе сам окрашивание, либо он у кого-то это делает, но это все равно в тандеме. Мастер к мастеру придет, они все равно будут разговаривать на одном языке. Они все равно договариваются, что ему в итоге делать. И только когда у человека на голове тот результат, который он хочет, он может сказать: да, я вот добился этого результата, все отлично, все супер, зашибись, но надо еще с этим результатом проходить до следующего окрашивания, посмотреть, как себя ведут волосы, как вообще себя ведет цвет, что дальше происходит после шампуней, после кондиционеров, после каких шампуней такая картина. То есть
протестировав все абсолютно только на себе, можно делать какие-то определенные выводы. Потому что даже если мы супер колорист, который красит блондинок, и у них там в принципе, как по словам многих, у моих блондинок все прекрасно, мне всегда хочется сказать: фотографии в студию. Вы покажите мне свои работы, и я тогда скажу, прекрасно у вас или не прекрасно. И я даже увижу, есть ли там фильтры. Потому что я прекрасно знаю любой результат после любого окрашивания, какой он может быть. И если там фильтр, я его сразу пойму. Опытный мастер знает, какой результат после любого окрашивания может получиться. А если результат не соответствует этим ожиданиям, то значит там фильтры. Поэтому опытных колористов сложно обмануть. Да даже смысла в этом нет никакого. Я вам об этом и хочу сказать, чтобы вы не велись просто на готовую какую-то картинку, особенно если были применены фильтры. Но с другой стороны, вам как обывателю сложно будет понять, есть там фильтры или нет фильтров. Поэтому я вам рассказываю вот эти все подробности с точки зрения того, чтобы вы начинали тоже в этом что-то понимать. Так, ну что, я сижу уже. В принципе, вот мне достаточно уже этого цвета. На самом деле можно идти смывать, понимаете? То есть тоже очень важный момент сидеть и наблюдать, что происходит. Если вам достаточно уже этого затемнения, значит можно идти смывать. Если недостаточно, можно еще чуть-чуть посидеть. 5 минут засекаем и сидим, смотрим, что дальше будет происходить. То есть все вот эти процессы окрашивания волос, это все кастом, настройки индивидуальные. Да, вот я стягиваю кистью и вижу, что в принципе очень даже все замечательно закрасилось. Ну, для пущего результата еще 5 минут посижу, пойду все смою, естественно, высушусь и покажусь вам. Вау, какова красота! Вот вам и Baby Blonde. Baby Blonde — это такой цвет, который по факту омолаживает, делает цвет лица более светлым. Этот цвет волос подходит очень большому кругу людей. Почему? Потому что это натуральный цвет. Натуральные цвета, как правило, идут подавляющему большинству. Он охлаждает излишне теплую кожу и, наоборот, добавляет теплых оттенков ненавязчиво, легко, нежно, ласково той кожи, где отсутствует теплый подтон. Поэтому данный цвет Baby Blonde, он не зря очень популярный. И я, если честно, сейчас своих блондинок практически всех уже перевела на вот этот цвет. Ну, потому что это тренд, а тренды, они такие. Еще плюс у этого цвета: волосы при таком окрашивании выглядят абсолютно здоровыми, как будто бы тут у нас никаких порошков даже и не было. И, как видите, они прекрасно себя чувствуют, отрастают. Я довольна. Цвет, конечно, шикарный. И еще кому подойдет этот цвет? Тем людям, у которых много седины. Почему? Потому что при большом количестве седины, когда отрастают корни, мы сразу это видим гораздо быстрее, чем, например, на каком-то светлом цвете. Да, Супер Total Blonde, который белый-белый, выбеленный, он тоже замечательно маскирует седину, но не все хотят быть настолько яркими блондинками. Поэтому один из вариантов, который я предлагаю своим клиентам и вообще всем моим зрителям: если у вас много седины, то, пожалуйста, обратите внимание на это окрашивание. И еще могу одну такую ноточку внести, что если вообще действительно много седины, процентов так 70 или 80, то такое окрашивание можно добиться без порошков, просто одним красителем. И это тоже есть у меня в курсе «Салоны Блонд дома». Там есть формулы, как добиться такого цвета.
Там не только такой цвет, там есть разные оттенки, но этот цвет, он один из самых популярных, опять же, потому что это натуральный цвет, а натуральный цвет, он всегда в топе, он идет большему количеству людей. И психологически большинство людей стремятся к более натуральным оттенкам, типа вот такого. Поэтому вот, пожалуйста, вам алгоритмы, которыми я делюсь с вами с удовольствием. И, конечно, должна напомнить, что если вы окрашивание делаете в домашних условиях и хотите получить полный алгоритм окрашивания, начиная от подготовки волос и заканчивая уже как смыть цвет, который вам не понравился, эти все алгоритмы есть у меня на курсе «Салонный блонд дома» и «Салонный русый дома». Салонный блонд дома. Там вы найдете ответы на вопросы, как из любого цвета волос выйти в салонный блонд, в том числе и выход из черного в блонд. Я разбираю, как выбрать пудру, как подобрать оксид, чтобы не убить волосы, как выбрать красители. Там я рассказываю на примерах 8 брендов, которые доступны в любой стране. Как создавать разные миксы, как наносить эти составы, потому как у вас нет скорости, как у мастера. Сколько выдерживать на каждом типе волос. Как убрать желтизну, как не допустить зелень, как тонироваться в холодный или теплый блонд. И что делать, если вдруг цвет вам не понравился. А для тех, кто хочет получить салонный русый дома из любого цвета волос, салонный русый дома. Как краситься без рыжины, без затемнения. Как уйти из блонда в русый без зелени, как смешивать красители, как наносить, чтобы это было все безопасно для волос. И еще одна важная особенность: в каждом направлении по 11 баз. И в первом, и во втором направлении также есть окрашивание седины. Для каждой базы существует свой алгоритм окрашивания. То есть нельзя взять всем показать один алгоритм. Так не работает. Поэтому на просторах интернета огромное количество ошибок, которые люди допускают и в домашнем окрашивании, и даже в салонном окрашивании. Сейчас на все скидки и полезные бонусы. Ссылки в описании и в моем закрепленном комментарии. Я рада вам сообщить, вышла моя долгожданная книга «Код идеальной стрижки. База номер 1». В этой книге я собрала базу самых популярных стрижек из интернета. Стрижки и схемы пошагово, работа с разными типами волос и как подобрать стрижку. Это не просто книга. Помимо самих стрижек, в этой книге масса полезной информации как для мастеров, для новичков, так и для любителей. Как выходить из разных ситуаций, как общаться с клиентами, сотни подсказок и фишек, как добиться идеального результата. Код идеальной стрижки. Новая эра мастерства. Подробности и ссылка под этим видео и в моем закрепленном комментарии. И следите за выпусками, скоро книга по колористике. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.